Приветствую, друзья! Сегодня готовим брокколи с брюссельской капустой. У нас должен получиться салат, но я бы сказал, что это не салат, а полноценное блюдо. Пару слов о том, как я подготавливаю брокколи и брюссельскую капусту. Брокколи разбираем на соцветия. Капусту тоже избавляемся от лишних листьев. Заливаем кипятком и добавляем пару ложек соли и оставляем на полчасика. Что нам еще понадобится помимо брокколи и капусты? Это свежая морковь, укроп, 3-4 дольки чеснока, масло подсолнечное или оливковое на ваш вкус. Я всегда удивлялся, как можно довести нормальный полноценный качан капусты до такого состояния. Бедолага. Одним словом, брюссельская. Наверное, в Брюсселе живут одни лилипуты. Им полноценный качан в рот не влазит, поэтому они придумали себе такую штуку. Брюссель у нас это ЕС. Бы, конечно, не мешало напихать полный рот качанов. Ну да ладно, у нас канал не про политику, а о здоровье. Итак, качанчики наши разрезаем пополам. Морковку натираем на мелкой терке, чеснок выдавливаем в масло. Капусту порезали, морковку натерли, чеснок выдавили и добавляем в масло укроп и морковку. И все перемешиваем. Соус наш чесночный готов. Переходим к капустам. Для приготовления нашей капусты используем такие космические технологии, как НЛО. Я бы сказал, дырявое НЛО. Эта штука у нас на ножках, как и положено НЛО, где-то они 1,5 сантиметра. Наливаем в кастрюлю воды на такой уровень и даем закипеть. Вода у нас закипела, убавляем огонь и помещаем наше НЛО внутрь кастрюли. И забрасываем брюссельскую капусту. И оставляем минут на 20. Потом проверим готовность. Как вы понимаете, можно это готовить на какой-нибудь мантоварке, пароварке. Это уже что у вас есть. Итак, друзья, у нас прошло 20 минут. Смотрим, проверяем нашу капусточку. Все готово. Забрасываем брокколи. Накрываем и оставляем на 3 минуты, не больше, иначе она превратится в вату. Прошло 3 минуты. Выключаем печку, достаем нашу капусту и даем остыть. Итак, друзья, капусточка наша остыла. Добавляем наш соус, подсаливаем и аккуратненько перемешиваем. Все мы аккуратненько перемешали. Будем пробовать. Запах стоит, я вам скажу, просто сумасшедший. Ну что, друзья, что можно сказать о нашем салате? Ничего тут не скажешь, надо пробовать, иначе никак. Главное, не передерживайте, когда готовите на пару, тогда будет очень вкусно. Ну что, как мы его назовем? Я так думаю, рабочее название «Привет лилипутам». Всем приятного аппетита, будьте здоровы!